Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео затронуть одну из запретных тем истории, а именно тему гигантов. Потому что, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что историки потеряли какую-то гигантскую часть нашего прошлого, а именно людей-гигантов. Потому что сохранились подобные сооружения по всему миру. Мы видим гигантские двери, которые, мягко говоря, не нужны для простого человека. Историки придумывают версии, наверное, сюда могли въезжать императоры на лошадях с флагами, поэтому такие огромные массивные двери, высотой иногда в 10 человеческих ростов, а то и более, как те, что вы видите на экране. Но, скорее всего, они просто потеряли тех, кого люди прошлого почитали как святых, руководителей, а то и просто богов, тех, которых мы видим на иконах, на различных фресках, каменных изображений. То есть слева один из святых, который в разы больше руководителей, обычных людей. Справа это как бы божества недавнего прошлого. А именно Аид представлен. И видим, что люди обычные, ему даже по росту не выше колен. Но зачем нам это нужно? Нам нужно понять свое прошлое, потому что тот, кто его не понял, вынужден переживать его снова и снова. То есть не знаешь настоящего прошлого, вынужден переживать эти ошибки, совершать, которые приводили прошлые цивилизации к самоуничтожению, ликвидации. Поэтому, когда мы в современном мире в школьных учебниках ничего не находим, зато находим огромное количество вырезок из газетных статей недавнего прошлого, где нам рассказывают про то, что находят мумии, останки гигантов, кости. Вот, например, исследователь Хейс показывает там мумию гигантскую, которую обнаружил он в пещере. И он говорит, что много неисследованных районов Соноры в Мексике. И вот эти мумифицированные остатки, они примерно 2 метра 30 сантиметров. Но, подождите, индейцы это не низкорослые люди. То есть, метр 70 максимум их. Пускай 2. Но выше 2 метров, при том, что дальше мы видим, что в той же Мексике, опять же, вырезка из газетной статьи, рассказывается о том, что в больших курганах, а курганы, я повторяю, это захоронение скифов, находят людей ростом 3 метра и более. То есть это газета 1926 года. При этом эти люди жили 500 лет назад. То есть перед нами фактически скифы, которые жили как раз до прибытия Колумба. Потом вся история Америки, это история как раз геноцида этого белого населения, уничтожения при помощи пришельцев из Европы и тех же индейцев. Когда уничтожили скифов, потом перешли и к уничтожению индейцев. На самом деле все очень просто. Потом все это забылось. Опять же, еще одна газетная вырезка, которая показывает, что найдены гигантские человеческие остатки от 3 до 4 метров в мексиканской пещере на 23 июня. То есть шахтеры нашли, показали эти останки, где они находятся, в каком штате, но сам факт. Вы что-нибудь в современных школьных учебниках слышали про подобных гигантов? А ведь это лишь малая часть. То есть я уже больше 11 раз обращался к этой теме гигантов. Мы находили захоронения, гробницы, как раз кости, мумии, предметы. Все, что свидетельствует о том, что в недавнем прошлом параллельно существовала раса гигантов. И она существовала по всей Земле. Она как раз строила эти гигантские сооружения и обладала как раз развитыми технологиями. Но это там может удаленная какая-то Америка, пожалуйста. На Оркнейских островах, Шотландия, находится крупная мегалитическая гробница, которая датируется примерно 2800 годом до нашей эры. Один антиквар в 19 веке проводил ее раскопки. Что он там нашел? А фактически он курган раскапывал, как вы видите. Он нашел там скелеты высотой 3 метра. И 2 мумии. В своей книге в 1529 году «Описание Оркнейских островов» было сообщение, что в этом же районе был найден скелет высотой 14 футов. То есть примерно 4,5 метра. Есть ли подобные сообщения? Есть подобные находки? Есть. А куда же они делись? Куда их дели высокие наши научные исследователи, которые утверждают нам, что никогда ничего не было? Нам всем это просто показалось. Казалось, как видите, не только нам, но и журналистам, исследователям, шахтерам, всех, кто откапывал те же самые курганы. Друзья, в этом году по полной программе бушует зима. В такие моменты особенно важно следить за своим здоровьем. Я использую и вам рекомендую наш отечественный препарат Синтезит.
Это уникальная разработка российских ученых, аналогов которой в мире не существует. В отличие от других таблеток и БАДов, наш синтезит активирует естественные внутренние процессы, влияющие на иммунитет, восстановление и общее здоровье всего организма. И самое главное, у препарата абсолютно нет побочных действий, а эффект и прилив энергии чувствуются уже через час. Наш синтезит уже сегодня завоевал доверие и продается не только в России, но и в США, Европе, Швейцарии, Китае, Казахстане и других странах СНГ. При покупке обязательно используйте промокод Виктор10. Так вы получите дополнительную скидку в 10%. Ссылка в описании под видео. А еще один случай из Ирландии. Тоже 19 век. Газета сообщает, что нашли человека, рост которого был раньше 10 футов. То есть примерно 3 метра. То есть они там перекапывали какой-то коллектор возле Лососевого перехода на каком-то кладбище. И нашли там остатки этого существа, человека 3-метрового роста. Скорее всего, который был похоронен в этом месте в 1252 году. Ну, примерно. Если это сообщение есть, ну и где же этот скелет? Это же Ирландия, это не где-то там в Америке. Не, есть только сообщения в газетах. Сам скелет пропал, но остались изображения. Мы видим множественные изображения, где высокие руководители, святые, они действительно высокие ростом. У них свои гигантские предметы, одежда, а рядом с ними находятся люди, которые, ну, как минимум раза в 2 меньше по росту. Причем подобных изображений хватает по миру, и в Египте, и в принципе по всему миру. Притом, когда эти гиганты все-таки исчезли после катастрофы, геноцида, войн, то люди стали делать просто куклу. То есть подобные куклы справа, они присутствуют на огромном количестве фестивалей, и на них как раз вспоминают основателей этих городов, тех, кто их защищал, эти города. То есть, да, гиганты погибли, но память о них живет и теперь используется уже как бы в карнавалах. То есть такой культ остался, что гигантов нет, но про них помнят. И так на большом количестве территорий, между прочим, происходит. А куда же они делись? Ну, кто-то погиб, а кто-то окаменел. Подобные останки окаменевших существ можно находить по всему миру. Ну, нам, конечно, говорят, что это там чудеса природы. Или какой-то скульптор неизвестный постарался, забыл сказать, кто он такой. Ну, а вам решать, может ли быть подобное настоящим, то есть окаменевшие остатки людей. Я уже показывал в предыдущем видео, действительно огромных размеров. Но, кроме подобного, есть, конечно, у нас подобные документы. Секретное дело Орион, где нам подтверждает то, что мы и так знаем. А это готовили для элиты советской, чтобы она понимала, как вообще развивался мир, как вообще образовывались эта живая жизнь. Почему? Потому что управленцев обманывать нельзя. Если управленцы будут основываться на обмане, они будут приходить всегда к краху. Потому что управление, оно подразумевает опыт прошлых. Если вам этот опыт прошлой цивилизации неизвестен, значит вы будете повторять все их ошибки. Ну, что мы читаем хотя бы про растительность? Как была она сформирована 700 миллионов лет назад? В этот период сформировалась многоярусная растительность, покрывшая всю сушу. Первый ярус – травы и кустарники высотой до 2,5 метров. Ну, всего лишь. Второй ярус – сосны и ели до 20 метров. Ну, такое чудо есть и у нас. Третий ярус – эвкалиптовые деревья до 200 метров. Ну, бывает. Ярус исчезнувших деревьев, четвертый получается, до 2000 метров. Представьте, дерево 2 километра. Пятый ярус, вымершие гиганты, до 20 тысяч метров. Останки этих вымерших гигантов до сих пор находятся на планете в виде окаменелости. То есть то, что исследователи нашего времени постоянно говорят, что это никакие не горы, это останки окаменевших пней древности. То есть раньше была древняя гигантская биосфера, она погибала во времена катаклизмов, и теперь мы видим как бы пни, которые окаменели. Об этом прекрасно знало руководство и понимает любой здравомыслящий человек, что слева как раз штат Аризона, ну а справа обычные пни нашего времени. Чем они отличаются? Эти еще не окаменели, они небольших деревьев, а этих гигантов прошлого. Ну, биосфера погибла, да, и не один раз. Мы в наше время максимум можем что наблюдать, как эти деревья добивали в наше время, вырезали, и можем видеть подобные фотографии, где
в середине дерева прекрасно помещается человек на лошади, и это только половина этого дерева. То есть гигантские легендарные дубы, которые невозможно было охватить, и другие деревья, они ранее существовали. Но изменилась биосфера. И биосфера изменилась во всех направлениях, остались только ее остатки, окаменелости. Перед нами вот какой-то окаменелый гриб, тоже примерно 2,5 метра. Но подобных чудес хватает. Слева как раз образец саранчи, которая поедает мышь, хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Справа тоже. Или саранча была раньше покрупнее, или фотошоп изобрели намного раньше. То есть мы видим гигантские образцы жизни, которые дожили до нашего времени, либо наоборот попали под какое-то воздействие и снова смогли стать большими. Например, радиацию какой-то. Ну, оставьте ваше мнение в комментариях. Ну, понятно, что больше всего чудес сохранилось в море, поэтому и гигантские кальмары еще известны нам сегодня, и гигантские крабики прекрасно были известны в недавнем прошлом. Но нам говорят, что мы все ошибаемся. Это было давно. Ну, не так давно и в наших реках водились подобные гиганты, просто жадность и тупость привела к тому, что они просто уничтожены. Но они бы сами развивались в наше время до таких размеров, мы им просто этого не даем сделать, как подобным белугам, которых мы видим на фото еще столетней давности. Сейчас же ничего подобного в наших реках вы просто не найдете, а завтра вам скажут, что такого и не было. Ну, подобных картинок по всему миру хватает, и в очень далекой древности, и в наше время недавнее, когда мы видим гигантских управителей, людей, которые путешествовали по миру, которые как и создавали новые цивилизации. Нам от них остались, ну, максимум подобные вещи, как подобное вот кольцо гиганта, и мы видим, что оно современному человеку, чтобы его надеть, ну, максимум на всю руку надо надевать, ну, никак не на один палец. Как раз считается этот артефакт из Вавилона. Ну, все может быть. Есть там такие описания. Это сосуды в Кносском дворце Крита. Для обычного человека, ну, они просто, ну, не нужны таких размеров. Во-первых, и делать их очень трудно, и хранить, и переносить. Но если мы посмотрим на другие изображения, как, например, справа, какие гиганты стоят с этими лабрисами, и какие люди современные, то нам становится понятно, что действительно те сосуды были для людей роста прошлых цивилизаций. То есть гигантов. Ну, подобных вещей от гигантов нам осталось огромное множество по всему миру. Слева как раз вещи из Америки, справа чудеса недавнего нашего прошлого, наших территорий. Ну, все они нам расскажут, что это сделали просто так, чтобы нам один раз показать. Все может быть. Оставьте свое мнение в комментариях. Но я бы сказал, что это не отменяет существование расы гигантов в недавнем прошлом. Ну и теперь мы понимаем, когда видим действительно такие гигантские сооружения, скульптуры, где человек максимум до колена гиганта доходит, где видим подобные процессии, где слоники равны по росту людям, то есть либо слоники карликовые, либо люди высокие. Тоже оставьте ваше мнение в комментариях. Ну и посмотрите предыдущие видео на данную тему. Все ссылки в конечных заставках к видео и в описании под видео. Ну и помните, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.